И дальше посмотрим. Добрый день, уважаемая Инга. Хочу рассказать о своем опыте общения с духами леса. Поскольку я очень часто бываю в лесу, собираю грибы, ягоды, просто отдыхаю, просто гуляю. Во-первых, ну, в лес я езжу всегда с угощениями для духов леса. Всегда объясняю причину своего визита и спрашиваю разрешения. И вот однажды, приехав в лес, который я достаточно хорошо знаю, зайдя метров 100 в лес, я поняла, что грибов, в общем-то, нет, запаха грибного тоже нет. И решила, что ну, не стоит сегодня гулять по лесу, нужно возвращаться и ехать домой. Прошла я буквально метров 100, посидела на пеньке, поблагодарила лес и повернула в обратную сторону. То есть, 100 метров я прошла, потратила минут 15-20. И каково же мое было удивление, когда за эти же 15 минут, это при том, что я знаю достаточно хорошо лес, я вышла где-то километра за 2-2,5 на другом конце леса. За 15 минут я чисто физически никак не могла там оказаться, при том, что я абсолютно уверена, что я повернула назад, и даже если бы я вдруг начала там блудить, но за 15 минут от места захода я никак не могла оказаться, пройти 2-2,5 километра. Думаю, что таким образом я просто попала в какую-то воронку, но благо я хорошо оттуда выбралась, без каких-либо происшествий. И хотела рассказать еще второй случай. Так, секунду. Дорогие люди, это не силуэт. Вот здесь есть силуэт, а это всего лишь статуя Тиграна Великого. Не фантазируйте. Это его статуя. Видите, нет? Так что здесь никакого именно вот силуэта нет. Вот в этой стороне что-то есть образовано, и вот здесь, в воздухе. А это статуэтка. Пойдемте дальше. Также, приехав в лес, оставив угощение для духов, я решила спросить у лесных духов, а есть ли грибы в лесу? И каково же мое было удивление, когда щебечущие вокруг меня птицы вдруг начали мне отвечать. То есть я услышала а, и щебетание птиц, и как бы голос внутри себя, что да, есть грибы, иди направо, иди налево, посмотри вниз. Я решила довериться этим голосам. И действительно, то есть, когда я шла направо, то есть по голосу птицы, которые я воспринимала и как бы интерпретировала для себя таким образом, но это реально была как бы смесь человеческой речи и птичьего какого-то щебетания. Но тем не менее это было для меня понятно. Я смотрела вниз, и действительно под ногами у меня оказывался съедобный гриб. Потом я, срезав этот гриб, спрашивала, в какую сторону мне идти. Слышала опять щебетание, там, иди налево, иди прямо, повернись туда, повернись сюда, смотри под ноги. И действительно четко у меня под ногами были грибы. Этому я была несказанно рада, конечно, такому открытию, что я вдруг понимаю, и духи леса со мной как-то заговорили. А потом, через несколько дней я решила также заехать в этот лес после работы, уже достаточно а, вечером, ну, поскольку лес тоже достаточно хорошо знаю, а, оставила угощение и спросила у леса, есть ли грибы в лесу, могу ли я их пособирать. Кого же было мое удивление, когда я внутри себя услышала голос, некая смесь человеческого и птичьего щебетания, что нет сегодня для тебя здесь грибов, уходи. Ну, я, конечно, подумала, что такого быть, в принципе, не может, грибной сезон, ну, как бы решила все-таки духов не послушать и пойти насобирать грибов для жарки. Времени у меня примерно было, ну, час-полтора до темноты. Грибов я, конечно, насобирала, но я заблудилась. Причем заблудилась в том лесу, который я достаточно хорошо знаю. Мне пришлось выбираться по буреломам, там по каким-то болотам. Вышла я, конечно, далеко достаточно от места, куда я зашла. Было уже
темнота, то есть где-то часов 9-10, это период времени осень-сентябрь. Это было как раз-таки вот 29 сентября. Для себя я поняла, что в этот период, в этот день в лес, в общем-то, ходить не стоит, что духи меня же предупреждали, но не ходи сегодня в лес, для тебя сегодня здесь нет грибов. А слушалась, ну, получила то, что блудила, там по темноте где-то лазила, по каким-то буреломам. Конечно, я вышла, добралась до места, там, до машины, благополучно добралась до дома, но вывод для себя я очень хороший сделала. Кстати, было бы очень интересно узнать ваше мнение, почему именно 29 сентября нельзя собирать в лесу грибы. Первое. Всех вам благ. Первое. Значит, возможно ли слышать в каких-то шебетаниях или в каких-то там других животных проявлениях, да, в звуках, какую-то информацию? Да, именно таким образом ведьмы и понимают язык животных, именно таким образом ведьмы и понимают язык природы. Вот таким образом они вычисляют среди шебетаний и прочего человеческие голоса. Один орнитолог, который записывал, значит, крики птиц для фильма, ну, шебет птиц, в общем, и так далее, внезапно дома, когда включил, он с ужасом обнаружил, что между птичьими голосами чьи-то слова еще выскакивают, разговор. Это подсознательное внушение, либо духи вот таким образом дают о себе знать, отвечают человеку. Человек один раз сказал, знаете как, поинтересовался ими, а они интересуются этим человеком. Вот они ему подсказали, куда идти, как идти. Вроде бы это смешно, получается какой-то, ну, нелепица какая-то, но с другой стороны, если прислушаться и один раз, два раза, три раза это действительно так и получается, то человек понимает, что некое разумное существо ему подсказывает. Вот точно так же и услышали: кота отпусти в лес на месяц, потом забери, он будет как шелковый. Значит, это первый момент, да, как она поняла. Она сначала ради интереса, просто ради любопытства, просто так от себя сказала, и потом получила некую информацию, которая, значит, оказалась полезной. Следующий момент. Почему сказали, тебе здесь нет места, сегодня нет для тебя грибов, иди. 29-й день. 29-й лунный день – это ночь Гекаты. 9-й лунный день, 19-й, 29-й лунный день. Я родилась 29-й лунный день Гекаты. У нас была буря, и просто деревья с корнями вырывала и переворачивала. У нас была жуткая буря. Люди вообще боялись выходить на улицу и говорили, это ведьмина ночь. И вот тогда я родилась в эту ночь. У меня мама мучилась, чуть не умерла, но все же я появилась на свет. Так вот, 29-е лунные сутки – это ночь Гекаты. Геката со своей свитой проходит по лесу, и она не любит, чтобы там были, скажем так, лишние люди, свидетели. И обычно в 9-й лунный день, в 29-й, 19-й, вот где 9-9, люди избегали вообще ну, идти в лес или в дикое место. Потому что в этот день, это ее день, она празднует, она проходит этим, как бы, вот своей свитой посреди лесов. И, естественно, там люди быть не должны. Да, обычно в такое время и случаются самые страшные вещи. Медведей травит на людей, волков травит на людей, люди как бы ну, да блин, уже ходят там, ищут выход и дорогу. Игнорировать такие вещи нельзя. Если тебе внутри какой-то голос говорит, или ты знаешь, что в этот день не стоит, не игнорируйте. Она еще легко отделалась. А теперь я